Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. Мы продолжаем говорить о футболе, о чемпионате России. И сейчас речь пойдет, к сожалению, в очередной раз о матчах, которые принято в нашем футболе называть странными. Очередной такой странный матч и журналисты, и букмекеры нашли, к сожалению, на Кавказе в очередной раз. Это матч грозненцев, грозненского Терека и махачкалинского Анжи. Заранее, до этого матча еще, некоторые букмекерские конторы вообще отказывались принимать ставки на победу Терека, хотя Терек очень хорошо играет на своем поле и в чемпионате стоит гораздо выше Анжи. Правда, он был не мотивирован, а Анжи борется за выживание в премьер-лиге. Но факт остается фактом. Даже я знаю по некоторым сведениям, что даже в перерыве, хотя там был к перерыву ничейный счет, если я не ошибаюсь, все равно ставки на победу Терека не принимались фактически, и можно было поставить на победу Анжи и выиграть. Ну, действительно, как-то об этом матче сейчас пишут как о само собой разумеющейся истории. О том, что ну, вот так и должно было произойти. Анжи должен был набрать дежурные 3 очка в этом дерби с вопросительным знаком. Что ты думаешь по этому поводу? Доказать, был ли матч договорным или не был, практически невозможно. Несколько причин приводилось, почему можно считать его неспортивным. Там закрыли гостевую Терека, еще несколько других. Ну, не играли ведущие футболисты Терека. Игроков. Даже Рамзана Кадырова не было. Отметили, да, что... Да. Я бы отметил вот какую деталь. Еще за несколько недель до этой встречи Анатолий Байдачный, наставник Терека, сказал: а что вы хотите, команда не мотивирована. И на эту фразу мало кто обратил внимание. А ведь если разобраться, этой фразой он дискредитировал наш футбол. Он сказал честно, он выразил то, что у всех в голове. Но если разобраться, какая еще нужна мотивация? Приходит практически полный стадион. Нам на каждом углу говорится о том, что в Чечне очень любят футбол, и что для многих людей это отдушно. И у команды нет мотивации. В Англии, я думаю, что если бы кто-то произнес эту фразу, даже кто-то из представителей клуба, который уже однозначно стоит, например, на вылет, или однозначно занял первое место, его бы не поняли. Я думаю, что он был вынужден отправиться в отставку. У нас, получается, если команда не выходит в Еврокубки и не вылетает, она потеряла мотивацию. И это правда. И это правда. И найдутся люди, причем среди болельщиков, которые оправдают такой результат. Скажут: ну, мы южные команды, мы друг другу помогли, а остальные, посмотрите, как играют. И это тоже правда. Остальные не лучше. Поэтому мне кажется, что корень зла в том, что у нас очень много бюджетных команд, которые существуют на чужие деньги, фактически не заинтересованы в результате или просто заинтересованы в том, чтобы обеспечить себе спокойное существование в концовке сезона. Вот в этом корень проблем. То есть нужно решать эту проблему. Либо все-таки сокращать количество бюджетных денег, либо изменять формулу чемпионата так, чтобы она была зубодробительной, чтобы клубы боялись проиграть в каждом матче. То есть разделение чемпионата, например, на 2 группы, вот, как многие сейчас предлагают, то есть после перехода на систему осень-весна, делить после первого круга чемпионат на 2 части, и чтобы одна часть боролась за еврокубковые места, другие за выживание, плюс ротационные матчи, которые позволяют, да, переходные матчи, которые позволяют командам, занявшим 3-4 место в первом дивизионе, бороться с командами, которые... Мне кажется, Дим, что да. Вот за счет турнирных историй невозможно придумать однозначно такую систему, когда каждый матч будет решающим. Согласен. Если клуб не будет заинтересован в том, что болельщики, которые приходят, чтобы они зависели от болельщиков, от того, придут они на стадион, не придут, зависит от того, полный стадион или не полный. Вот если не будет вот этой прямой связи, да, как в той же Англии,
Мне кажется, ничего... Мне кажется, что клубы комплексно. должны бояться потерять болельщиков. Мне кажется, это должно быть комплексно. То есть, с одной стороны, турнирная обстановка должна подталкивать к тому, чтобы на пределе играть в каждом матче. Ситуация общественная подталкивала к этому. СМИ, безусловно, имеют важное значение. Я вот так подумал, практически все клубы говорят о том, что от телевидения нужно больше денег. Ребят, ну вот если такие матчи происходят, почему телевидение вам должно больше платить? Комментатор вот работал на этом матче, что-то он должен был по этому поводу рассказывать. Что, он должен начать репортаж с того, что, вы знаете, Терек сегодня не мотивирован, давайте посмотрим его матч? Ну, это не разговор. Поэтому мне кажется, что совокупность явлений, которые сделают невозможными эти матчи, как-то улучшит атмосферу в нашем футболе. Но пока атмосфера, прямо скажем, удушающая. Как-то вот тяжело сейчас работать в нашем футболе. Я себя поймал на том ощущении, что вот если бы не друзья, которые у меня работают в клубах, там, играют, руководят, тренеры, там, менеджерами являются, я думаю, что я по минимуму наблюдал за матчами нашего чемпионата. Ну, потому что как-то и неинтересно, и не чувствуешь собственной вовлеченности. Когда тебя вот так вот оставляют в дураках, ты же чувствуешь себя обиженным. В детстве еще как-то можно пережить эту обиду, а во взрослом возрасте тяжело. Поэтому я говорю, что-то нужно менять. Я совершенно согласен с тобой. Перед сезоном можно отметить галочками матчи, которые стоит посмотреть в нашем чемпионате, и ты фактически никогда не обманешься. А ведь есть очень интересные игры, причем команд, которые якобы не мотивированы. Вот несколько туров назад было противостояние Томи и Сатурна. У Сатурна выжить, я имею в виду экономически, шансов, как я понимаю, никаких, там чудовищные долги. Том где-то тоже в середине турнирной таблицы. Они выдали потрясающий матч. 2-2 на последней минуте, и туда счет мог качнуться. Дзюба сделал дубль, не забил пенальти. То есть это отличный футбол, которым можно похвастаться. Но этот матч потонул в сонме других, которые обсуждаются гораздо больше, и которые с точки зрения качества, ну и всего остального, не являются спортом вообще. Дмитрий Федоров и Гия Саралидзе в студии Вестника Кавказа. Мы говорим о футболе.